Привет, дорогие зрители! Эта ужасная и душераздирающая история произошла недвусмысленно. Героями этой истории являются мачеха Виктория и ее пасынок по имени Хоффман. У Хоффмана была трагическая история в детстве, и он оставался прикованным к инвалидной коляске до конца своей жизни. Хоффман жил со своими отцом и мачехой. Мать ушла от мужа после трагической истории с Хоффманом и взвалила на плечи мужа тяжелое бремя. Муж долгое время воспитывал сына, инвалида в полном одиночестве, лишь изредка его родители помогали. Но однажды он встретил женщину, этой женщиной была та самая Виктория, у них был роман. И вскоре они поженились. Ее все устраивало, она любила своего нового мужа и хорошо относилась к мальчику, инвалиду. Парень был на седьмом небе от счастья, наконец он нашел ту самую, для которой ребенок, инвалид, не помеха. Она постоянно заботилась о ребенке, заботилась о нем, как о собственном сыне. Хоффман тоже проявлял уважение к Виктории и относился к ней, как к родному человеку. Но это отношение длилось недолго, Виктория стала хуже относиться к Гофману. Она считала его обузой и думала, что он мешает их счастливой семейной жизни. Она хотела иметь своих детей, но муж постоянно говорил ей, что у них и без того достаточно забот с Хоффманом и второй ребенок в семье не нужен. Она была очень зла на своего мужа, и больше всего она ненавидела Хоффмана за то, что он мешал ей построить настоящую семью. И в один момент она не выдержала, пока ее муж был в командировке, решила пойти на отчаянные меры. Она придумала гениальный план – увести ребенка вглубь леса и оставить его там умирать. Под предлогом прогулки, она взяла с собой Хоффмана, и они поехали на машине в ближайший лес. Добравшись до нужного места, мачеха оставила своего парализованного пасынка в глухом лесу. Ее сердце было полно гнева и ненависти к этому мальчику, который никогда не сможет стать для нее настоящим сыном. Она подумала, что его исчезновение в самом неприглядном месте будет хорошим знаком для его отца. И он отдаст свою любовь только ей, и она сможет, наконец, забыть о бремени, о котором должна заботиться. Покинув Хоффмана, Виктория поспешно покинула место преступления, села в машину и поехала домой. Мальчик, беспомощный и одинокий, сидел на инвалидной коляске в глубине леса. Его глаза наполнились слезами, и он начал паниковать, когда понял, что его бросили. Виктория надеялась, что его найдут дикие животные или что он умрет от обезвоживания. Но у судьбы были на него другие планы. Судьба послала ему ангела, спасителя. Примерно через час мальчик понял, что, скорее всего, за ним больше никто не придет. Он уже смирился со своей участью, как вдруг услышал треск веток сзади. Обернулся назад и увидел величественного медведя, который, видимо, пришел на запах человека. Мальчик начал паниковать еще больше, потому что смерть еще хуже, чем смерть от истощения. Но вместо того, чтобы атаковать или убегать, медведь подошел ближе и осторожно обнюхал детеныша. В его глазах читалось сострадание и понимание. Он понял, что этому мальчику нужна защита. Так начался необычный день для медведя и мальчика. Медведь остался рядом с мальчиком, не сбавляя шага. Он стал его стражем и оберегал от любой опасности, которая могла ожидать его в лесу. Они провели весь день вместе, одинокие души, объединенные внезапной связью. Таким образом, мальчик провел весь день в ожидании помощи от неравнодушных людей. Он знал, что находится глубоко в лесу и, вероятно, сюда не заходили люди. Но надежда все еще не угасала в его глазах. Оказалось, что недалеко от этого места в лесу живет одинокий старик. После смерти любимой жены он оставил свою квартиру в городе и переехал в лес, поближе к природе. Это была его давняя мечта, но из-за жены он не смог ее осуществить. Но когда она умерла, он все же решился на отчаянный шаг и переехал из многолюдного города в лесной домик. Совсем один. Вечером, когда стемнело, старик решил прогуляться по окрестностям леса, а заодно собрать веток и щепок, чтобы разжечь баню. Когда он пробирался сквозь заросли, собирая еловые ветки, его взгляд внезапно упал на мальчика в инвалидном кресле, который сидел совсем один, и, увидев его одного в таком уединенном месте, он понял, что что-то не так, и решил проверить, что происходит. Когда он подошел к мальчику, чтобы помочь, из кустов вышел злой медведь и начал рычать на старика своим грозным видом. Старик очень испугался. Но знание животного мира помогло избежать тяжелых последствий. Он начал громко кричать и размахивать огненным факелом. Увидев действия старика, медведь испугался и убежал. Лесник остановился рядом с мальчиком и, сильно волнуясь, подошел ближе. Он был шокирован, увидев, что мальчика оставили в таком опасном месте в таком состоянии.
Хоффман рассказал, что его мачеха хотела избавиться от него таким образом, что она увела его в лес, бросила его и ушла. После этой истории старик отвел мальчика в свою хижину, там накормил его, напоил теплым молоком и связался со спасательными службами. После того, как он рассказал всю историю, спасатели сообщили, что он может приехать завтра утром, так как путь до старого дома долгий. На следующее утро старик услышал стук в дверь, это была полиция. Они забрали заявление старика и забрали Хоффмана. Мальчик был спасен благодаря заботе лесника и заботе медведя. Он был доставлен в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Вскоре после этого его приемная мать была арестована полицией. Полиция связалась с отцом сына, который был в командировке, и сообщила ему печальную новость. Он приехал из командировки на следующее утро, он не мог поверить, что Виктория могла так поступить. Она показалась ему доброй и заботливой женщиной. После этого инцидента он порвал все связи с ней и с ее родственниками. Он выбросил все ее вещи из дома и навсегда вычеркнул ее из своей жизни. Мачеха предстала перед судом и была обвинена в покушении на убийство своего пасынка. Вся страна была потрясена этой историей, и многие требовали сурового наказания для женщины, допустившей такое бесчеловечное обращение с ребенком. Процесс был долгим и болезненным для всех участников. Мачеха была признана виновной и приговорена к тюремному заключению. Судья выразил свое возмущение действиями женщины и подчеркнул, что такое жестокое обращение с детьми никогда не будет допущено в обществе. Отец Хоффмана, в свою очередь, считал себя ответственным за случившееся. Он много пил и переживал из-за этой ситуации, но его родители помогли ему прожить этот период жизни, и его состояние вернулось к норме. И теперь они счастливо живут с отцом и иногда навещают в лесу старика, который спас Хоффману жизнь. Мальчик очень благодарен ему за спасение, и он также не забывает медведя, который его не тронул и по такой счастливой случайности остался жив. Маленький мальчик смог пережить этот кошмар и начать новую жизнь благодаря заботе медведя и доброте лесника. Его история стала символом силы и стойкости и примером того, как доброта и сострадание царят даже в самых мрачных местах мира. Такая удивительная история произошла с Хоффманом и его отцом, что трудно представить. Что могло бы произойти, если бы старик не появился в лесу в это время? Что вы думаете об этой истории? Друзья, поддержите мой небольшой канал лайком и подпиской. Спасибо за просмотр, увидимся в следующих выпусках на канале о наших любимых с вами животных.